Видео, я бы сказал, у нас будет продолжение прошлого видео. Видео, в котором я собирал компьютер для жены, если помните, и в этом видео я сделаю пересборку того самого прошлого компьютера и сделаю из него приставку или консоль для запуска игр на телевизоре. Да, я решил действительно все это железо отмыть, почистить, настроить с нуля и сделать из него Steam платформу или Steam Deck, приставку. В общем, я не знаю, как это точно называется, но я решил полностью отказаться от мышки с клавиатурой, и при запуске компьютера у меня сразу же запускается лаунчер Steam, и в нем, как на Xbox или на PlayStation 5, сразу же подрубается геймпад и можно запускать игры словно на приставке. Причем, если посчитать стоимость этого ПК, то он как раз примерно там плюс-минус и выходит по цене, как PlayStation 5 или Xbox One серии X. Но на PlayStation 5, как вы уже знаете, игры стоят не по 1000 рублей и даже не по 2, а примерно по 5000, и в Steam, понятное дело, все стоит в 2 раза дешевле. Плюс я подрубил еще подписку Game Pass от Xbox, и там еще сотни игр, и все это явно дешевле, чем просто иметь одну приставочку. Я не ставил цели сделать 120 FPS в 4К, вы и так знаете прекрасно, что современные консоли не запускают все в 4К в 120 FPS. Максимум, что можно получить, это хотя бы 2К там несчастные на ультра с апскейлом 60 FPS. Поэтому я и буду запускать игры на этом ПК с расчетом на DLSS Upscale 2К на ультра. Но, внимание, с включенной вертикальной синхронизацией, залоченной под 60 FPS под герцовку телевизора. То есть это прям точная копия картинки, например, с PlayStation 5. Ведь там тоже стоит лок на 60 кадров, и поэтому мы и получаем на моем ПК Station симметричные настройки и плавность картинки. Причем железо внутри этого компьютера, ну скажем так, далеко не самое мощное. Тут стоит i3 105F на 4 ядра 8 потоков, далее 16 оперативы, SSD накопитель в формате M2 на 512 и самое важное, видеокарта RTX 3050, самая дешманская от Polit. Я бы однозначно советовал зрителям все же вместо 10105F купить хотя бы i3 11100F и мать на чипсете H510, хотя бы чтобы получить PCI Express 4.0 именно для видеокарты, а не старую 3.0, как в моем случае. И, наверное, еще блок питания. Тут я просто, знаете, поставил то, что было дома, прям вот тупо вообще блок, ну просто не по теме. На 850 Вт, золотой, да еще XAS. Но для зрителей хватило бы, я уверен, обычного за 4-5 тысяч рублей, например, там Deepcool на 450, 500, 550 Вт. Вот и все. В целом, если забыть про железо и понять, что же изменилось в том пыльном компьютере, да и по сути, как бы так сказать, мало что изменилось. Вот прям совсем незначительно, кроме визуальной части. Хотя, наверное, действительно память я нормально наконец-то настроил. Я взял 16 оперативы в двухканале на частоте 2666. Именно столько позволяет материнская плата на чипсете H410. Но зато я выставил тайминги нормальные CL14 и настроил винду на максимальную экономию, что во время запуска ничто буквально не мешало, и все ресурсы ушли только на лаунчер Steam и запуск игр. Все, больше ничего не нужно, просто чистая винда с последними драйверами и ничего лишнего. Далее, конечно же, вы заметили, я заменил корпус, я перенес все железо в новый купленный кейс, причем выбирал я такой корпус, что внутри уже стояли хотя бы 2-3 вертушки, что по цвету, ну хотя бы немножко белый цвет под стать процессорной башни. Короче, в комплекте спереди 2 вертушки по 140 мм и сзади еще один ветродув на 120 мм. Плюс сверху я тоже поставил от себя 2 120-ки. И в итоге у нас внутри 6 вентиляторов, и этого более чем хватит в закрытом мини-корпусе даже в самое жаркое лето. Еще для геймпада от Xbox нужно не забыть, что стоит прикупить Bluetooth адаптер. Но он, кстати, оказался у меня бракованный. Так что пока что я использую просто обычный кабель именно до того времени, пока не приедет ко мне нормальный Bluetooth. Не за 200 рублей. Но так в целом на этом, наверное, все. Просто выдал пыль, протер, перекинул железо в новый корпус, настроил винду, скачал дрова последние и можно пользоваться. Запускается Windows с момента нажатия клавиши питания до запуска Steam платформы примерно так за 38, возможно 40 секунд. Да, я понимаю, это не так быстро, как на той же PlayStation 5, хотя тоже в моем ПК стоит быстрый SSD-шник, но все же сперва стартует у нас винда, потом у нас следом стартует уже Steam в режиме Big Picture, поэтому на это все уходит немало времени. А далее все уже открывается меню, в нем просто перемещаетесь через геймпад, как это все делается на обычной приставке, и при этом запускаете игры, буквально нажав на запустить на ультра в 2К с DLSS, и так, чтобы получить стабильные консольные 60 FPS. И начнем, пожалуй, сразу с Киберпанка. И тут есть две хорошие новости для вас и одна не очень приятная. Ну, во-первых, да, на ультра без трассировки, но зато в 2К с включенным DLSS производительность действительно есть стабильные 60 FPS. И вторая новость, что на 4К
телевизоре, даже несмотря что это 2К картинка, даже с включенным DLSS апскейлом, все равно изображение по четкости такое же, как и на PlayStation 5 или там на Xbox серии X. Очень схоже по качеству картинки, но есть неприятная новость, друзья. Есть действительно, вот не буду скрывать, локации в Киберпанке, в которых фреймрейт падает до 35 кадров вместо 60 и потом опять поднимается до 60. И это мне прям точно напомнило ситуацию с Киберпанком на старте запуска именно на консолях. Есть локации и участки, на которых, скорее всего, не вывозит процессор, он почти на 90-100% загружен, от чего видеокарта недополучает кадров и получается падение до 35-45. Это именно из-за процессора. Будь тут, например, скажем, i5 11400, то получилось бы, то есть стабильный 60 буквально на ровном месте везде. Причем Киберпанк это единственная игра, в которой реально есть просадки в некоторых местах, потому что все, что я тестировал после Киберпанка, везде был приличный запас по мощности и стабильные 60 кадров. Просто нет смысла выжимать более чем 60 кадров на телевизоре с частотой 60 Гц. Так что RTX 3050 или, скажем, там RTX 2060 Super более чем хватит для 2К с включенным DLSS. И, например, в том же самом Death Stranding я даже выставил DLSS в режиме качества, и все нормально работало, четко 60 кадров. Если же выключить вертикальную синхронизацию и разлочить фреймрейт, то видяха начинает трудиться на полные 120 Вт вместо 90+, и выдает почти 100 кадров или там 90 с копейками. Но и, разумеется, температура видеокарты тоже начинает расти вверх и поднимается в среднем до 70+. Так что вот такая вот у нас ситуация. Короче, нет смысла на полную юзать видеокарту именно при запуске игр на телевизоре в 60 Гц. Это далеко не монитор на 144. Так что вертикальная синхронизация впервые оказалась мне полезная именно на телевизоре. Плюс она убирает странную ломку картинки на текстуры, если телек получает больше, чем 60 кадров, от чего картинка становится, знаете, такой ломаной, рваной, а с вертикальной синхронизацией очень плавный и приятный консольный 60 кадров. То же самое и насчет Tomb Raider. Я наконец-то прошел его до конца и прошел именно на телевизоре после создания этого ПК Station. Это самый удобный жанр для геймпада без мышки с клавиатурой. Именно запуск игр от третьего лица, типа там Ведьмак, Tomb Raider, всякие спортивные и гоночные симуляторы. Все это отлично, друзья, работает на джойстике и приятнее пройти, поверьте мне, на большом экране, сидя или лежа на диване перед телевизором, чем, скажем, сидя на проперженном кресле, скрюченным перед монитором. Вот именно для этого я и сделал себе Steam машину, чтобы изредка хотя бы отдыхала спина от сидения за компьютером. В целом, вернемся к Tomb Raider, я думаю, тут даже нечего, друзья, и комментировать. На ультра, в 2К и даже с включенной трассировкой лучей и DLSS баланс или там производительность, не помню точно. Ну, короче, у нас стабильный 60+. Вот и все, что хотелось мне показать вам, друзья, в этом видео. Что собрав компьютер за 55-60 тысяч, можно сделать всю ту же самую PlayStation 5 и везде получите стабильный 60 кадров, за исключением, конечно же, понятное дело, Киберпанка. Там у всех проблемы. Тут уже надо ставить более мощный процессор. Но самое важное, что видеокарта у вас была именно любая RTX, чтобы у нее была поддержка DLSS апскейла, иначе без него вы не получите заветный 60 на ультра в 2К. Компьютер в роли консоли отлично работает, и вам не нужна больше мышка там и клавиатура, просто нужен геймпад, Bluetooth адаптер, Steam выставить в настройках при запуске в режиме Big Picture, и на этом все. Хотя это еще не все. Конечно же, вам нужны 55-60 тысяч рублей на сборку такого компьютера. Вот теперь уже действительно все. Кстати, последний пункт, наверное, самый печальный. Ну да ладно. В общем-то, спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Поставьте лайк, подписку. Буду вам за это признателен. Всем еще раз удачи и увидимся. Пока-пока.